Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно отремонтировать Aquabox Action камере. У меня Action камера Xiaomi EI. Очень хорошая камера с функцией стабилизации. Хорошо работала, но последний раз, когда я снимал подводную съемку, она немного утонула. Я ее еле спас. Я в прошлом видео показывал, как ее спасти. Для этого я быстренько достал аккумулятор, перевернул другой стороной и поплыл на берег. После этого срочно добрался до фена и с помощью холодного воздуха ее продул. В принципе, она заработала, но не было звука. Звук появился после того, как я положил ее на трансформатор теплый, и она простояла ночь. После этого все заработало. Теперь с этим аквабоксом нырять опасно, поэтому необходимо разобраться, в чем же проблема, и выявить течь. Можно купить, конечно, новый, но нет гарантии, что новый не будет течь, поэтому лучше разобраться со старым. Итак, начнем работу. Для проверки аквабокса на герметичность нам понадобится обычная туалетная бумага, понадобится ведро с водой и какой-нибудь груз потяжелее, примерно грамм 100, для того, чтобы этот аквабокс заглубился. Необходимо открыть аквабокс и наполнить его плотно туалетной бумагой. После этого закрываем его. Следим, чтобы бумага не попала под уплотнительную резиночку, потому что это будет обман проверки. Защелкиваем вот в таком положении. Как видно, туалетная бумага еще сухая. Теперь делаем петельку на аквабоксе. Это может быть нитка или проволочка. У меня была под рукой леска. Я сделаю из лески петельку. Таким образом. Теперь берем груз, у меня обычно рыболовный, и пристегиваем к этой петельке грузик с помощью карабинчика. Это очень удобно. Защелкиваем, и вот такая получилась конструкция. Осталось поместить аквабокс в воду, чтобы он был полностью погружен. И немного подождем, как же он себя поведет. Теперь осталось в таком положении подождать 5 минут, для того, чтобы определиться с местом протечки и решить вопрос о ремонте герметичности аквабокса. Это может быть любое место, поэтому сейчас главная задача выяснить, что же ремонтировать. В ходе проверки нужно еще понажимать под водой кнопки, все наружные, для того, чтобы убедиться, что нет течи из-под кнопок. Снимаем груз, который навешивался для утяжеления, чтобы не мешал работать. Аккуратненько открываем сухими руками бокс. И после этого можно внимательно осмотреть туалетную бумагу, которая внутри начала мокнуть. Как видно, в этом углу протечка подтвердилась. Это говорит о том, что у нас неплотное уплотнение, которое необходимо уплотнить. Эта резиночка силиконовая, в виде прямоугольника. Можно, конечно, купить новую, более толстую, а можно попробовать подручными материалами это сделать. На сайте одного блогера я видел, что для того, чтобы эту щель убрать, необходимо воспользоваться или обычным скотчем, или изолентой. Я считаю, что скотч, наверное, более лучше клеится к пластику, и буду пользоваться им. Нам понадобится этот скотч, обычный нож, строительный и немного терпения. Начнем. С помощью тонкой отверточки вынимаем уплотнительную резинку из своего паза. Она имеет вот такой внешний вид, выполнена с мягкого силикона. Теперь необходимо проверить ее на повреждения, замятия, перегибы. Ну, вроде бы видно, что она не повреждена.
Теперь необходимо в этот паз, в который ложится эта уплотнительная прокладка, подмотать тоненькую полоску скотча, примерно 2-3 оборота, чем мы сейчас и займемся. Хорошо вытираем аквабокс или высушиваем феном, холодным воздухом, потому что горячий может его разрушить. Необходимо обезжирить и высушить этот паз. Аккуратно наклеиваем тонкую полоску скотча. Оторвать сразу тонкую не получится, поэтому намотаем толстую, и после этого можно будет ее лишнее отрезать. Для этого снимаем заднюю крышку аквабокса аккуратно, вот так она легко вынимается, и наматываем скотч тоненьким слоем, примерно 2 витка, в зависимости, конечно, от толщины скотча. Так вот намотано. Желательно, чтобы скотч заканчивался где-то не на углах, а по центру задней крышки. Теперь осталось аккуратно с помощью ножничек и ножа обрезать все лишнее, выступающую часть скотча. Следим, чтобы нигде не осталось никаких заусениц. Заусеницы они могут привести к повторной протечке. Можно, конечно, воспользоваться еще нитью для зубов. Ее можно сюда подмотать. Но ее минус в том, что она не клеится. Вот таким образом полосочка уже скотча наклеена на свое место. Теперь ставим на место прокладку уплотнительную. Здесь буквально 1/5 часть миллиметра спасает всю ситуацию. Вот таким образом. Прокладка на своем месте. Теперь можно собрать аквабокс. И проверить, как он закрывается. Не должно быть никаких зажимов и пережимов прокладки. Нужно заходить плотно по всей плоскости, по всему периметру. Чувствую, что стало плотнее намного. Защелка работает, она закрывает хорошо. Теперь проверим его на герметичность. Набиваем туалетной бумагой снова. Опускаем. Достанем аквабокс и посмотрим, как же его герметичность. Все видно, что внутри все сухо, возле кнопок впереди и сзади. Значит, наша работа не прошла даром. Открываем аквабокс и смотрим на бумагу. Видим, что бумага полностью сухая. Со всех сторон, значит, аквабокс стал герметичным. Вот такая небольшая полоска скотча помогла загерметизировать аквабокс. Можно, конечно, еще проверить его на давление. Для этого используют обычную советскую скороварку. Сюда подключается ниппель
наливается вода и накачивается давлением воздух. Из расчета 1 атмосфера на 10 метров столба воды. Но я пока этого делать не буду, буду испытывать уже в реальных условиях на воде. Внимательно следить, чтобы не протекло ничего, потому что камера дорога и придется ее потом снова спасать от затопления. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотри видео о том, как можно спасти аквабокс с помощью обычного скотча. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.